Итак, нам осталось рассмотреть участниц похода Дятлова и составить общий психологический портрет группы. Мы остановились в предыдущей серии на том, что в зимнюю тройку 50-х брали только одну девушку. И надо разъяснить этот момент, почему женский пол подвергали такой ужасной дискриминации с точки зрения сегодняшнего дня. Во-первых, из-за физиологии. Сложные походы требовали максимальной выносливости, и считалось, что присутствие нескольких женщин замедляет темп и добавляет хлопот, особенно на морозе, когда трудно обеспечить гигиену. Во-вторых, психологический фактор. Несколько девушек в мужском коллективе меняют его динамику, провоцируют парней на соперничество и таким образом нарушают традиционный порядок. И поэтому в туристической среде действовало неписанное правило для зимних троек: одна девушка – это гармония, две – это уже фактор риска для стабильности коллектива, три – это туши свет и отменяй походы. Это такая проекция на известный закон «Женщина на корабле к большой беде». И этот закон писался кровью. Он не просто так появился, потому что наличие женщины на борту может привести к ссорам, дракам и неизбежной утрате концентрации у команды. Сегодня эта тёлка одному моргнет, а завтра другому, и понеслась. Именно поэтому запрет поддерживали не только суеверные неучи, но и вполне образованные капитаны. И надо понимать, что в каждом туристическом коллективе есть своя энергетика. И если мужчины создают в нем каркас, то именно девушки часто задают ее тон. И их брали столько, чтобы поддержать комсомольский дух, но не менять баланс. Две девушки – это уже иная динамика, иные эмоции, иное восприятие лидера. Группа Дятлова стала исключением из неписанных правил туризма тех времен. В зимний поход третьей категории пошли две девушки вместо одной. Это расценивалось практически как вызов. И я думаю, что Дятлову указывали на этот момент, но он отмахнулся. Поэтому мы сейчас попытаемся разобраться, как девичья энергия изменила групповую психологию и могли ли именно эти внутренние напряжения стать частью цепи событий, которые привели к трагедии. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Зинаида Колмогорова, 22 года. Из простой крестьянской семьи. Отец инвалид войны, работал на Каменск-Уральском заводе цветных металлов, мать инвалид третьей группы. У Зины есть еще 3 младшие сестренки, то есть она после родителей им опора, на нее все надежды. Вот выйдет в люди и сестренок подтянет. И правда, не успела Зина выйти на маршрут, как из Серова пишут уже домой тревожные письма. «Как там корова? Отелилась или нет? Срочно ответьте в Вижай. А вы, сестренки, смотрите, чтоб четверок не нахватались, поисправляйте свои тройки». По характеру Зина энерджайзер. Она постоянно находилась в состоянии перевозбужденности, что на уме, то и на языке. По современным меркам ей бы антидепрессанты не помешали. Судите сами, вот как о ней отзывались товарищи. Характеристика Блинова. Душа секции, вечно горячая, с бесконечными выдумками. Многим доставалось от ее неудержимого и простодушного откровения. Была с Игорем во многих походах, я с ней был летом в тройке по Саянам, как турист она железный человек. Студент Брусницын дополняет картину. Колмогорова была постоянной участницей походов, организованных Дятловым. Зина – самый опытный, самый популярный член нашей секции. Организатор почти всех воскресных походов, вечеров, различных внепоходных мероприятий, проводимых секцией. Так и подмывает спросить, а когда же она училась? На этот и другие вопросы нам отвечает Зиновьев. Зина Колмогорова после окончания средней школы, а затем ремесленного училища, в 1954 поступила на радиофак УПИ. Учеба в институте давалась трудно. Но своим упорством она затмевала даже учившихся в институте китайцев, с которыми приходилось сталкиваться в библиотеке института. Только после ухода из общего читального зала от занимавшихся допоздна азиатских товарищей Зина вставала из-за стола и последней покидала библиотеку. Зина была удивительным, щедрой души человеком, любимицей турсекции УПИ.
С Игорем Дятловым она училась на одном курсе на одном радиотехническом факультете. И, естественно, не без участия Игоря попала в турсекцию. Практически все зимние и летние каникулы проводила в лыжных и пеших походах. Зина добровольно взвалила на себя груз организационно-массовой работы в турсекции УПИ, вела учет и агитацию по приему в турсекцию новичков, подготовку значкистов. Здесь ей не было равных. Находясь в гуще ребят, будь то в институте, на соревнованиях по туризму или на маршруте, Зина тормошила и приводила в движение всех, становясь застрельщицей любого дела и душой коллектива. На 3-м курсе Зина отправилась в сложный поход по Горному Алтаю. В районе Телецкого озера ее укусила ядовитая змея, спасла ее семья лесничего, прикладывая к ранкам от укусов змеи сыворотку от простокваши. Зина мужественно перенесла это болезненное критическое состояние, но очень переживала за задержку группы на маршруте. В период зимних каникул 1958-го сумела сходить в лыжный поход по Северному Уралу. Зина была гордостью всей турсекции УПИ. Она была желанной в любой туристской группе, отправляющейся в любой маршрут. 5 декабря 1958-го Зина вместе с Игорем Дятловым организовали массовый агитпоход турсекции в Смолинские пещеры, где участвовало рекордное количество туристов, приблизительно около 75 человек. Конец цитаты. А теперь все это прокомментируем. Зина родилась в глухой деревне Черемхово, что в Свердловской области. Родители неграмотные. После школы пошла учиться в ремесленное училище по специальности фрезеровщик радиоаппаратуры. Жила она в общежитии и в то же время посещала школу рабочей молодежи. А мать ее в деревне в совхозе работала. Жили бедно. Наверное, ждали, когда старшая дочь окончит училище и пойдет работать, еще одна зарплата в дом не помешала бы. Но Зина решает учиться дальше и поступает в 1954 на 1-й курс радиотехнического факультета УПИ без предоставления общежития. И, скорее всего, она пошла учиться по направлению от этого самого радиозавода. То есть схема эта была такая. Абитуриенты по направлениям зачислялись в состав студентов вузов вне конкурса при условии сдачи экзаменов на положительные оценки. Если обычные студенты получали базовую стипендию, то студенту-целевику предприятие могло добавлять небольшую сумму или даже обеспечивать жильем или компенсировать расходы на проживание. После окончания вуза целевик был обязан отработать несколько лет на этом предприятии. Еще интересный момент. Вот в этой статье пишется, что как раз в 1954-м создали в Каменск-Уральском филиал УПИ. И по заказу предприятия там им готовили специалистов, и для ГУП ПО «Октябрь» обучили 700 человек. А производственное объединение «Октябрь» – это и есть тот самый радиозавод, и до сих пор он носит название «Октябрь». И вот интересно, почему Зина не училась в этом филиале, рядом с домом? Почему она поехала именно в Свердловск? Ответ один. Она хотела как-то вырваться из своей периферии. Вот поэтому Зине и не предоставили на первых порах общежития. В 1954-м число студентов росло гигантскими темпами, открывали все новые и новые факультеты, расширяли прием, а инфраструктура за всем этим не успевала. Большинство иногородних селили в общежитие, но часто в страшную тесноту, по 6-8 человек в комнате, без душа, с кухней на этаже. Поэтому некоторые студенты сами искали уголок в частном секторе, у какой-нибудь тети Клавы, а если Зина была по направлению, то, как мы говорили, завод мог компенсировать плату за жилье. И, как видим, учеба у Зины в вузе не заладилась. Поэтому ей приходилось пересиживать китайцев в библиотеке, коптеть над учебниками в прямом смысле этого слова, чтобы ее не вытурили и не сообщили на завод, кого вы нам прислали. И тут ее усидчивость, старательность и упорство приметил Дятлов и приглашает ее в поход. И уже на 1-м курсе Зина идет с ним 6 марта 1955-го,
в поход выходного дня и таким образом попадает в турсекцию, где она может себя проявить по полной программе. Иначе бы так и осталась в памяти однокурсников, как приятная, но простоватая зубрилка. А ей надо как-то выбираться из своего городка, раз уже удалось попасть в Свердловск, столицу Урала. Ее родители надеются, что она вытянет какой-то счастливый билет, иначе зачем было вообще в тот институт идти? Работала бы себе на заводе, денежку приносила в дом, кроме нее еще 3 рта кормить. И Зина становится заложницей коллектива и всю свою энергию направляет на то, чтобы приходить на выручку товарищам и таким образом стать им нужной. Она была готова, как я где-то прочитала, помогать всем сразу. Но эта суперэнергия ее имела и обратную сторону. За этой кипучестью скрывалось постоянное внутреннее напряжение, тревожная потребность доказывать свою ценность, что роднит ее в некоторой степени с Дятловым. Тот тоже доказывал всем и вся, что он прекрасный руководитель. Видимо, почувствовал родственную душу. Зина поняла, что туризм – это ее шанс быть всегда на виду, и для этого она и заваливала себя общественными нагрузками. И это дало плоды. На 3-м курсе она подружилась с Дорошенко, который для нее был прекрасной партией. На этом фото Дорошенко крайне слева, а Зина сидит справа. Дорошенко красивый парень, умный, все было вроде на мази, и возраст у Зины 22 года, в те времена критический, пора уже намекают окружающие и родственники. Единственное, что меня смущает в этих отношениях с Дорошенко, так это как это вообще выглядело, учитывая последующие выводы судмедэксперта. На этом фото Дорошенко внизу в очках, а Зина рядом. Так вот, я не понимаю, как это было в те времена. Взрослый парень и девушка, студенты, даже не школьники, за ручку ходили в свободное время. Какой характер носили эти отношения? Они виделись по вечерам, в столовках, каждый день или раз в неделю, чтобы напомнить друг другу, что они встречаются. Зина рубашки стирала своему парню, пирожки ему пекла, при том, что он ни разу за 2 года не пригласил ее к себе домой. Это значит, что ничего серьезного там не было. По мне это выглядело так. Наверное, кроме совместных походов, они иногда гуляли по парку, делились бытовыми зарисовками, целовались в тени аллеи, а потом оба бежали по своим делам. Как-то так. Может, кто-то объяснит, я не понимаю. Таким образом, мы уже поняли, что ответственность Зины граничила с навязчивостью, а стремление быть нужной с самоотречением. И история с укусом змеи, которая всех восхищает, на самом деле подтверждает сказанное выше. Как это не думать о собственной жизни? Но Зина так зависела от коллектива, что даже после укуса змеи она думала не о собственной жизни, а о задержке маршрута. Ай-яй-яй. Это и есть характеристика неуверенной в себе деревенской девушки. Это не самоотверженность, как многие считают, а проявление невроза, когда страх слабости маскируется под героизм. И весь этот период студенчества Зина держала в себе эту внутреннюю пружину натянутой. И это нам подтверждает наша самая ценная свидетельница Будина. Вот ее характеристика. Зина была серьезнее, а Дубинина проще. Все пела да припевала. И эта характеристика идет вразрез с той Зиной, которую описали нам студенты УПИ, такую веселуху беззаботную. Зина была серьезная, потому что у нее нет тыла, ей надо бороться в этой жизни, и она была озабочена тем, как поддерживать кипучий имидж, который она и создала. Помните слова Зиновьева? Вела учет и агитацию по приему в турсекцию новичков, подготовку значкистов, здесь ей не было равных. Постоянная бурная деятельность, и все эти годы она была у Дятлова на подхвате. Он нагружал ее всякими заданиями, зная, что та не откажет. И все это красноречиво подтверждает Согрин. Во все свои предыдущие походы Зина ходила с Дятловым. В походе она была незаменимым участником, беря на себя довольно много обязанностей. Поясняю, брать на себя слишком много означает перекладывать на себя чужие обязанности или чрезмерное количество задач в ущерб своим собственным потребностям. Это значит сказать «да», даже когда хочется сказать «нет». Это называется синдром спасателя.
И вот 5-й курс. Скоро учеба заканчивается, и надо что-то решать. В первую очередь с Дорошенко. Зина, понятно, что преддипломную практику проведет на своем радиозаводе, куда она вернется после окончания учебы. И вполне возможно, она и возила Дорошенко в Каменск-Уральский, чтобы тот сходил на тот радиозавод, а потом вместе с ней туда распределился. Исследователи прикинули, что ездили они в Каменск-Уральский как раз примерно осенью 1958-го. Попутно Дорошенко, конечно же, познакомился с ее родителями и сестрами. И ее сестра потом рассказывала, что Юра Дорошенко приезжал к ним в гости на 2 дня. Она, Зина и Юра вместе ходили в кино, смеялись, шутили. Это был веселый, добрый парень. Но, видимо, увидев всю ту печальную картину российской глубинки, корову, хворых родителей и еще 3 сестер младших, Дорошенко понимает, что вот это все ему вообще не надо. И после возвращения в Свердловск он прекращает эту непонятную пионерскую дружбу. Поэтому те, кто думает, что кто-то из них пытался восстановить в походе прежние отношения, то нет. Там уже все было решено. Зина все это приписала донжуанству. 29 января в дневнике в походе она записала: «Мы пилим дрова с Юркой, поговорили о прошлом, повеса так повеса». Какой повеса? Просто пошел к другим девушкам, не таким обремененным всякими обязательствами и с более низкой социальной ответственностью. Кто-то даже одобрил из его друзей, кажется, Аксельрод. Типа: «Юра, она тебе не пара, это очевидно. Хорошо, что одумался». И цитируем нашу ценную свидетельницу Будину. Дорошенко поговаривал о свадьбе после похода, но не сказал на ком. Видимо, на примете у него уже кто-то был. А может, так брякнул, чтобы отвязаться от тети Маруси, которая умела допекать туристов своими вопросами. Опять же, это ломает миф, что в Зину были все влюблены, кто явно, кто тайно. Тот же Колеватов. Зина у него никакого восхищения не вызывала. Для него она была активная простушка, и он не видел в ней ничего особенного. Но для Зины этот разрыв с Дорошенко был тяжелым ударом, конечно. Это значило, что она возвращается все-таки в свой Каменск-Уральский только с дипломом. И надо все начинать сначала. Я ее вижу на том радиозаводе, во главе туристической секции или какой-нибудь профсоюзной или комсомольской общественницы, потому что она поняла, что когда ты активная на виду, то это приносит плоды. И вот она приехала на преддипломную практику на радиозавод в январе этого самого 59-го. И тут еще эти странные качели. Она вроде и у Согрина была записана, но обещала и Дятлову поход уже давно. Видимо, колебалась все-таки. Давайте дадим слово самому Согрину. В поисках 9-го кандидата для участия в походе с одобрения группы я предложил в нем участвовать Зине Колмогоровой. Когда я ей об этом сказал, ее глаза загорелись, было впечатление, что она ждала этого приглашения, боясь сама обратиться к нам с такой просьбой. Она пообещала подумать, сказала, что ей очень хотелось побывать на приполярном Урале, и это такая заманчивая возможность. Конец цитаты. Кстати, Согрин, как видим, советовался со своими участниками по поводу новых членов коллектива, но я не нашла нигде, чтобы Дятлов с кем-то консультировался по этому поводу. Да и Зина узнала о том, что в поход идет и Дорошенко, только в поезде. Дятлов ее даже не предупредил об этом. В общем, какие-то сомнения у Зины были. Идти с Дятловым. Может, она хотела от него уже отвязаться. Но нет, синдром спасателя сработал на полную. Из письма Дятлову 16 января. Как идет подготовка? Чем я могу помочь здесь? Чем я могу помочь? Чем я могу помочь? Чем я могу помочь? Чем я могу... Она все еще в тонусе. Ее услужливость не имеет предела. Привычка предлагать помощь стала автоматической. Именно поэтому Дятлов и позволял себе хамить Зине по дороге на маршрут, что прекрасно понимал, как она зависит от него и его поддержки ментально в данный момент. Он к ней относился как к безотказному исполнителю все 5 лет учебы. И, кстати, рост Дятлова 175 сантиметров. Она бы и жена для него была такая послушная и выдрессированная. Дятлов, вероятно, хотел присмотреться к ней в походе, чтобы понять ее настроение, может поймать на нежелание возвращаться
свой Каменск-Уральский и предложить себя как человека, союз, с которым решит многие ее проблемы. А в момент сомнений и колебаний эффектно вытащить из блокнота ее фото и сказать, что вот все эти годы он по ней сохнул. И, может быть, дрогнуло бы девичье сердечко. Стало быть, Дятлов не сказал себе: оно мне надо, вот это все в зимней тройке. Отбрасываем все личное и решаем, или Зина, или Дорошенко. И выбрал бы Дорошенко. А с Зиной, подумал бы, порешаю в каком-нибудь походе выходного дня. Весной, когда птички поют, а не на морозе 20-градусном. Пусть идет с Огриным, мне не до нее сейчас. Первым делом поход, а девушке потом. Да и одна девушка все равно лишняя. Но это не про Дятлова. Он, наоборот, строчил Зине письма и настойчиво тянул ее с собой, а она в результате отказала Согрину. И с первого дня маршрута Зина уже пишет письмо из Серова подружке: «С нами едет Юрий Дорошенко. Даже не знаю, как буду себя чувствовать. Я отношусь к нему как к любому другому, но это очень тяжело, потому что мы вместе и в то же время не вместе. Сегодня мне очень грустно, потому что он идет под руку с одной из девушек. Я ревную». И вторая девушка Людмила Дубинина, 20 лет, самая младшая среди дятловцев, из благополучной семьи. Отец занимает должность заместителя управляющего трестом Свердлов-Древ, МЛП, по образованию инженер-экономист, опытный управленец, мать потомственный преподаватель и вообще красивая женщина. Она была высокая, крепкая, рост 170 – это уже дылда по тем временам. Сейчас никто не назовет девушку такого роста высокой, а Дубинину называли, потому что маленькая Зина была тогда эталоном. В те времена такие, как актриса Румянцева, пользовались у ребят повышенным спросом. Люда пошла учиться на экономиста по стопам отца. Образ ее – идейная комсомолка, завхоз в группе, то есть второй человек после Дятлова. Характеристика от Блинова: умом не блистала, простодушная, высокая и сильная. Из воспоминаний Зиновьева. Люда Дубинина вошла в туристскую жизнь УПИ буквально с первых шагов учебы в институте. В походах выходного дня она была заводилой по части оргмассовых мероприятий, танцев на льду, веселых игрищ вроде чехарды, третьего лишнего и других. С удовольствием участвовала в агит-концертах, любила песни, умела хорошо фотографировать. В ее туристском активе пройденные лыжные пешеходные маршруты по Среднему и Северному Уралу, пешеходные маршруты выездного лагеря УПИ на Восточном Саяне. Конец цитаты. А вы еще помните характеристику Будиной? Зина была серьезнее, а Дубинина проще. Все пела да припевала. А чего ей не припевать? У Люды никаких пружин внутри, в душе у нее полная гармония. Да и в турсекции она не ведет никакой бумажной работы, а поет и танцует в свое удовольствие. Интересно, что во время одного из походов в тайге на Восточном Саяне с Людой тоже произошел несчастный случай. Охотник случайно выстрелил дробью ей в ногу. Пришлось туристам свернуть лагерь и около 80 километров нести Люду на носилках. И Люда стойко переносила все тяготы своей транспортировки по бездорожью горнотаежной тайги с крутыми спусками и подъемами, и подбадривала ребят, и не чувствовала вины за то, что задерживает коллектив. С каждым может случиться. Это обычное дело в походе. Сегодня тебя несут, завтра ты кого-то несешь. Люда уже сама была руководителем похода в единичке и проявила себя по свидетельству участниц этого похода Баталовой как мудрый, твердый, вдумчивый и справедливый руководитель. Была всегда внимательна к новичкам, во всем помогала. Она так радовалась, что ее взяли в группу Дятлова, и была какой-то одухотворенной, готовилась, бегала на лыжах. Она была сильным человеком и физически, и духовно. Конец цитаты. Люду не угнетали никакие непонятные отношения с участниками похода. Со всеми у нее ровные, товарищеские и равноправные контакты. Некоторые исследователи считают, что Зина и Люда могли быть соперницами. Какое там? Они из абсолютно разных планет. У Дубининой не было необходимости быть зависимой от коллектива. Она более устойчивого склада характера. Если ей что-то не нравилось, то она все переживала внутри, как видно по ее дневнику.
Все у нее хорошо. За неделю до того, как она пошла в последние походы, Дубинины переехали из коммуналки в новую двухкомнатную квартиру. Так и напрашивается жизненный девиз Люды. У меня все хорошо, а завтра будет лучше. И подводим итоги. Команда Дятлова – это сброд с точки зрения психологии. И хотя все считают Золотарева там лишним, но он отлично вписался в тот коллектив, как это ни странно кому-то кажется. Может, еще и потому, что это был свободный от всех уз холостяк, в душе 25, поэтому он и был таким, как есть, шутил, старался показать, что он свой парень в доску. Вы не пожалеете, что меня взяли. Короче, в немолодом уже возрасте вел иллюзорную жизнь. То, как он парировал неприятный вопрос тети Маруси, а тебе какое дело, показательно. Он дистанцируется от неприятных намеков, он не желает ни с кем враждовать, но при этом защищает собственную автономию. Золотарев просто исключил эту беспардонную особу тетю Марусю из списка своих знакомых. Это нормальная реакция человека, который имеет свой внутренний прагматический план. А вот Зина, которая всегда в тонусе, в экстремальных условиях похода третьей категории, такой человек истощает групу, виснажує. Є таке гарне українське слово. Да, она склонна жертвовать собой. Мне плохо, но я думаю только о других. Это выглядит великодушно, но на самом деле подрывает безопасность всей группы. В автоматически выработанном порыве спасти кого-то она может принять неправильное решение в пиковый момент. Ее импульсивность и сложные отношения с Дорошенко, беспрекословное подчинение Дятлову – это все риски для группы. Зина была хороша в легких походах, в коллективе, где можно было притушить ее энергию, но в маршруте третьей категории она могла стать не столько ресурсом, сколько проблемой. Дубинина проще, все пела да припевала. Это тип человека, который бессознательно разряжает напряжение группы. Ее простота – это не глупость, а способ выживать в мире, где серьезные и с внутренними пружинами быстрее ломаются. И если отвечать на вопрос, кого выбирать из девушек в тот поход, так Люда выигрывает еще и тем, что она была в числе первых организаторов этого похода. Таким образом, все вместе дятловцы образовывали весьма напряженную психологическую систему, как разные токи, которые при определенных условиях должны были удариться друг от друга. Дятлов брал кого попало, потому что его мечта покорить Этартен не могла сорваться. Опять же, Золотарева Дятлова взял с удовольствием, двумя девушками лишняя мужская сила не помешает. И все познается в сравнении. Возьмем отчет Карелина, который был руководителем группы в походе, тоже третьей категории трудностей, в тех же местах 10 февраля 1959. У него 8 человек, все парни. О том несчастье он тогда ничего не знал 10 февраля. У него дисциплина, все спокойно. По дороге карелинцы видели этот сложный край в Вижае, леспромхоз, участки которого разбросаны по всему району, лагеря, обнесенные проволокой с башнями по углам. Рядом сторожка стояла, они туда зашли и чаю попросили, и пообедали. Его отчет, все организовано, обязанности четко распределены. Встретили по дороге немногословного Манси с ружьем, а тот сказал им пару слов, где юрта, и мгновенно укатил на своих широких лыжах, как на крыльях полетел. И все по-деловому, как и положено в спортивном походе третьей категории. И еще добавим, что многие исследователи считают, что в группе было 2 лидера, потому что на роль второго претендовал типа Золотарев. Юдин на это возражал. По его мнению, вдруг бы Золотарев стал умничать, то вся преданная Дятлову группа стала бы стеной на защиту своего руководителя. Хотя Золотареву не обязательно было высказываться, он мог мимикой показать свое недовольство, там вздохнуть тяжко, покривиться, показать всем своим видом, что не согласен с каким-нибудь спорным решением Дятлова. Или косвенно намекнуть. Эх, помню, у нас в 42-м тоже была такая ситуация. Но он бы так не сказал, потому что это сразу бы всем напомнило о его больном вопросе – возрасте.
А судя по фотокарточкам, Золотарев сдружился с Тибо, шапками менялись, весело фоткались, и такое чувство, что это лидерство нафиг ему не было нужно. Он шел в поход не для того, чтобы себе что-то доказать. Ему нужен был разряд, формальность, которая открывала бы ему дверь на теплое местечко директора турбазы. Рядом с молодежью он просто отдыхал морально, пел песни, шутил, был самим собой. Если кто-то и мог претендовать на роль неформального лидера, так это Колеватов, который успешно водил группы, в которых его обожали как мудрого и харизматичного лидера. Вот свидетельница Валентина о нем рассказывает, что как человек Колеватов был тихим и до чрезвычайности дисциплинированным. Будучи главой группы, никогда не говорил командным тоном и не кричал, за ошибки не ругал, молча исправлял сам и просто не брал провинившегося в следующий поход. Цитирую: «Во время знакомства с новым человеком в группе он старался сделать все возможное, чтобы сгладить углы между старыми и новыми участниками. Отношение было отеческим и наставническим, мог пожурить лишь тет-а-тет, понимая, что выговор на глазах у группы портит атмосферу в коллективе, разделяя его на опытных и не очень». Конец цитаты. Вот руководитель, который видел все недостатки Дятлова и кто мог раздражать его просто своим невысказанным молчанием. Кстати, по воспоминаниям родственников Колеватова, его уже ждал закрытый город по распределению, поэтому он и решил сходить в поход в последний раз. Хотя идти под руководством Дятлова ему не особенно хотелось. Он уже знал о его слишком авторитарном характере. Остальные участники – это просто веселые, деятельные ребята. Последний поход перед взрослой жизнью. Золотая юность, студенческая жизнь. Для кого заканчивалась, для кого только что закончилась. Приближалось распределение в закрытые города, а это означало для многих конец туризма. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Как видите, мы расчищаем постепенно слой клише, которые нарастали десятилетиями вокруг этой трагедии. Каждый из участников уже давно застыл в советском или позднем мифе. Дятлов – прирожденный лидер, Колмогорова – душа коллектива, Золотарев – таинственный шпион. Но когда смотришь на этих молодых и не очень людей без всякого тумана, получаются живые, неоднозначные персонажи с бытовыми и вполне понятными человеческими мотивами. И оказывается, что Дятлов не гений, мученик, а молодой человек, слишком серьезно воспринимавший собственную роль. Зина не героическая активистка, а девушка, пытавшаяся доказать себе и другим свой вес в коллективе. Золотарев не тайный агент, а обычный инструктор, который просто хотел получить хорошую должность и наладить, наконец, свою безалаберную холостяцкую жизнь. Тибо, Слободин, Кривонищенко – обычные советские ребята, каждый со своими слабостями, амбициями. И когда все это понять, трагедия перестает быть загадкой, а наоборот, очень человеческая история о том, как множество факторов пересеклись однажды в одной точке. Это предварительная психологическая оценка группы Дятлова. Мы еще дополним ее по ходу маршрута. Сейчас многие скажут: ну какая разница лавине, светящимся шарам или ракетам, какой у этих дятловцев был психологический портрет? Ну не скажите. Во всяком случае, нам будет легче представлять, с кем мы шагаем рядом незримо до высоты 10,79.